Всем ассаламу алейкум, наши уважаемые подписчики. С вами Мухаммад Муртазалиев на канале Шеф Готовит. Сегодня я буду готовить такую царскую уху в казане на костре. Я вам обещаю, будет очень вкусно. Но готовить я буду сегодня не один. Ко мне сегодня приехал в гости мой дорогой друг, дорогой Ахмед. Ассаламу алейкум. Я рад тебя видеть у себя в гостях. С приездом тебя. Спасибо, спасибо. Всем ассаламу алейкум, добрый день, здравствуйте. Приехал вот к Мухаммаду в гости в Дагестан. Будем готовить? Да, давай. Ахмед, сегодня у меня по плану приготовить вкуснейшую уху из голов лосося. А ты что будешь делать? Расскажи, пожалуйста. Вот мы взяли еще дагестанскую форель, 3 штуки. Пока уха будет вариться, я хочу снять филе с них и запечь в помпейской печи, в твоей фирменной, в новой беседке, которую ты построил. Все, только вперед. Вкусно посидим, поужинаем и всем зрителям покажем Честно наши сказать, блюда. я уже голодный. Ну давай приступим тогда. Все, вам приятного просмотра. Погнали. Ты прям как хирург сейчас аккуратно, так нежно. Да. Снимаем филе. Так, пока ты снимаешь филе, я удалю жабры. Все кости надо убрать, чтобы они нам не попались потом. Какая у нас вот чистая голова. После того, как я удалил жабры, обязательно промою несколько раз голову. Дорогие друзья, запомните один интересный факт, что самая вкусная уха получается из голов рыбы. Ахмед, что скажешь? Согласен. Я тебе еще дам вот такие позвонки. Добавят вкуса своего. И 3 головы. Ты любишь уху? Да. Да? Когда последний раз ел? Или готовил? Давно. Давно? Год точно не ел. Такой небольшой поварской лайфхак. Сейчас я возьму и размещу эти все головы и филешки, головную вот эту часть, в марлю. И прямо в марлю закину в наш казан. Потом, когда это сварится, я аккуратно достану, отделю от мяса и закину обратно. Вот такая подойдет, я думаю, да? Да, подойдет. Как у тебя успехи, рассказывай. Нормально, смотри, я сделал филе. Вот эти я тебе отдам по духу. Так, вперед. Давай, прямо сейчас могу тебе отдать? Да. Так, давай, я аккуратно переложу. Это у нас форель.
Помочь? Давай. Держи. Все. Нормально. Спасибо. Ты отдельно закинешь вот это, а Да, отдельно тебе отдельно голову, да? голову, да. Отлично. Вот такая вот замануха, дорогие друзья. Так, Давай. сейчас отдельно для голов сделаем готовку. Видишь? Честно сказать, это мне Ахмед подсказал так поступить. Так проще, поварской лайфхак. Пишите в комментариях, друзья, как вам такой лайфхак от Ахмеда. Так, это можно прямо вот так, оп. 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 В принципе, есть второй вариант, это процедить бульон. Ну, если есть марля, вот так сделать проще на самом деле. Ну да, Пойдем. пойдем. Все, пускай варится. Закроем. Сколько по времени? Ну, оставлю на минут 20. Минут 20. Будет достаточно, потому что вода уже кипит в самом разгаре. 20 минут, я думаю, вполне Супер, достаточно. отлично. Пойдем. Нам нужны баклажаны. Ахмед, со Ау. скольки лет ты уже начал готовить? Расскажи. Мне нравится это с детства. Хобби. Угу. Я и поваром работал, у меня и ресторан, Челентано бар. Ребята, Ахмед, помимо того, что занимается ресторанным бизнесом, так он еще фудблогер. У него есть свой канал на ютубе. Кстати, как он вообще у тебя продвигается? Расскажи. Нормально, также называется. У меня инстаграм, дорогой Ахмед, может кто-то подписан, может Да, я нет. думаю, тебя все узнали уже. Я вот недавно начал... 600 тысяч почти подписчиков в инстаграме. Так что вот здесь будет инстаграм. Я вот недавно начал вести YouTube канал, где-то месяц назад. И уже у меня вот там есть видео прикольные. Мы готовили на Эльбрусе, ногу целую запекали. Я смотрел очень четкий рецепт. Честно сказать, до этого я такой рецепт не видел. Но я когда его смотрел, я был голодный еще. Да. Прям, блин, очень ты мне аппетит поднял. Еще вот недавно буквально ты смотрел, как у меня была форель огромная, 5 или 6 килограммовая. Это бомба. Это реально бомба. Где вы икру? Да, Икру солили, ну, может, красную. зрители не знают, у нас была форель огромная, и мы нашли такую икру, Это сумасшедший форель, ролик. Это сумасшедший ролик. да, где была внутри килограмм икры. Мы ее вспороли, а там был килограмм икры, и нам пришлось ее засолить. В такое время где икру форель нашли? Ты заморочился, походу? В Карачаево-Черкесии. Ну давай ролик оставим вот людям вот здесь, пусть Давай. посмотрят. Переходите и смотрите ролик. Это просто объедение. У меня, блин, слюнки текли. Я отвечаю, в этот же момент нажал стоп и поехал в супермаркет. Купил красную икру, прям ложками ее кушал. Так что, дорогие друзья, ссылка на YouTube канал нашего дорогого, в прямом смысле, Ахмеда будет в описании. Переходите и смотрите, наслаждайтесь. И я думаю, стоит попробовать приготовить по его рецептам. У него там много интересного. Кстати, и оцените качество съемки. Все снимается на высоком качестве, профессионально. Это вам не какой-нибудь там халям-валям. Спасибо тебе, спасибо за рекомендацию. Не, честно сказать, я беру с тебя пример. Мне нравится, как ты понял, ведешь свою соцсеть, вот в Инстаграме, в YouTube. Очень ты, ответственно подходишь. Я даже могу сказать, как какой-то, не просто видеорецепт, а какой-то короткий фильм про еду снимаешь. Отдельно, реально. Вот посмотрите сами, ребята. Честно сказать, мы просто стараемся показать, знаешь, как, людям, как мы это делаем. Я вот был в гостях, у... Давай. Это знаешь, как ты рассказывай. Я был в гостях, рассказывай. Я был в гостях, еще, я часто бываю в гостях, вот сегодня Мурат приехал. Одни руки. Ай, красавчик. В общем, кто хочет, друзья, я с радостью всех вас приму.
переходите ко мне на канал, ссылка в описании, подписывайтесь. Если не хотите подписываться, не подписывайтесь. Хотите написать теплый комментарий, я буду рад. Хотите поставить нравится, лайк, там, как это правильно, лайк? Класс. Хотите поставить класс? Лайк, комментарий. Круто. Если вам видео не нравится, ну поставьте дизлайк, я не обижусь. Любая ваша активность на странице, я буду очень благодарен вам. В конце ролика заставим его бабки разыграть, чтобы вы просто так не подписывались. Давай, уже готово, сейчас мне надо теперь рыбу выложить. Вот смотрите, мы нарезали баклажаны, выложили их на сковородку. Теперь положим филе форели. В принципе, если форели нет, можно взять любую другую рыбу. Тарашка пойдет? Любая пойдет. Карась тоже пойдет. Ты ездишь на рыбалку? Я обожаю рыбалку, охоту. Надо будет как-то совместное видео снять, как мы поедем на рыбалку. Давай. Теперь нам нужно сюда порезать помидоры. Угу. И ты можешь пока помидоры порезать мелким конечно. кубиком? А я вот эту банку распечатаю. Это помидоры в собственном соку. И тоже мы этот сок выльем. Все. Вообще Зальем. мелким кубиком или средним? Ну, как тебе удобно есть? Мне разницы нету. Как есть, нету разницы? Нет, главное покушать. Вкусно, Поскорее, да? вкусно поскорее. А ты для чего делаешь? Нарезаю их. Как тебе моя беседка? Честно, бомбовая. Понравилось? Скажи, Офигенно. вживую намного поинтереснее. Намного поинтереснее. Я буду приезжать к тебе и снимать рецепты у В тебя. любое время. В любое время. Вот так получилось. Теперь заливаем нашу рыбу. Помидоры готовы, нарезал. Сейчас вот сюда можешь прям добавить. Сейчас я этот соус распределю. Четко. Хорошая задумка блюда, честно сказать. Да, на самом деле, если у кого-то нету помпейской печи или там печи на дровах, это можно дома приготовить в духовке. Обычно. При Конечно. скольких градусах рекомендуешь? 180 градусов, Сколько минут? 20 минут. 20 И минут. блюдо будет готово. Давай помидоры. Вот эти открой, это маслины черные. Так, все, сейчас. 5 секунд. Порежь их. И тоже мы вот так выложим. Сколько штук? Ну вот чтобы, ну штук 10. Давай. 10. Пополам порезать? Пополам можно на 3 части. Так, пойдет? Еще столько же надо. Есть там? Да, конечно. А я пока это блюдо посолю и поперчу. Сколько тебе чеснока? Чеснока надо 2 зубчика. Мелко порежь его. Я пока маслом полью, оливковым. Можно растительным, если оливкового нету. И сливочное масло. У нас сливочное масло пряное с зеленью. Вы можете использовать просто сливочное масло. Кубиком его порезать. Это даст сочность. А вообще, если сделать заготовку пряного масла, завернуть его в полиэтиленовую... Колбасу. Да, в полиэтиленовую вот эту пленку пищевую. И держать в холодильнике как заготовку тоже интересно. Да, кстати. Для этого нужно просто масло до комнатной температуры довести, добавить туда зелень, закатать его. Кстати, как сделать это масло, тоже можно посмотреть у Ахмеда на канале. Мы готовим там индюшку
целую индюшку будем запекать в помпейской печи. И вот там мы готовили это масло, можете перейти, посмотреть Да. и сохранить рецепт. Все достаточно. Чеснок готов? Да. У тебя одна экономка, помочь тебе? Да. Одна? Да. Блин. Ну давай я пойду пока посмотрю рыбу, как она там варится. Давай. Так, Кропотливая, да? да. Сейчас последнюю морковку я дочищаю. Там уже на вот-вотах наши головы. Закинь лук, пожалуйста, пока не поздно. Казан. Я его посеку только немножко. Давай. Чтоб соки отдал. Да. Старый технарь. Прям в казан закинуть? Да, куда еще? Хорошо. Опыт. Еще что-нибудь закинуть? Достаточно. Нормально ты закинул, я в шоке. Почистил, дорогие друзья, картошку и морковку. Головы уже сварились. Ахмед, помоги мне, пожалуйста, нарезать таким Давай, подожди. средним кубиком. Сейчас вот это уберу. Как нарезать? Помоги нарезать мне средним кубиком, а я пока достану головы и удалю кости. Давай, с удовольствием. От костей мясо отделяю. Такая чуть кропотливая работа. Все, морковку порезал, картошку порезал. Что с ними делать? Казан. Казан? Только не как лук, а просто... Как лук не Не, получится? как лук не надо. Хорошо. Что, у тебя много рыбы? Давай я помогу тебе. Да, давай. Вот сюда это давай поставим. Ближе. Опа. Ты, получается, отделяешь от костей и мясо сюда, да? Правильно? Да. Я отделяю кости и кожу. Чистое мясо оставляю. Такая кропотливая работа. Но зато будет просто вкусно, нереально. Просто бомба. Фирменная фраза. Ахмед, сможешь глаз поесть? Глаз? Да. Ради тебя съем. Ты же как меня как гостя встречаешь, ты мне самое лучшее же даешь. Да, честно говоря. Вот он глаз. А ну давай. И как? Вкусно? Самое вкусное, да, это то, что есть? Да, я, честно сказать, ни разу глаз не ел. Ты можешь с маленького начать, вот с этого. Да, вот это. Серьезно вкусно? Да, нормально, съедал. Только вот эту верхушку не ешь. Почему? Ну, можешь попробовать. Бисмилля. Нормально? Я боялся. Но. Ребята, вот чистое мясо мы его отделили с Ахмедом. А это я отнесу уткам. Пусть порадуются. Утки, гуси, они спокойно это кушают. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. Цеп-цеп-цеп. Ну что, пора запечь нашу рыбу в духовке, в печке.
Все, минут 20, блюдо будет готово. Мухаммад, что там сухой? Так, уха у нас на стадии завершения. Сейчас я добавлю пару листиков лаврового листа и специи. Под конец приготовлю. Перец черный? Перец черным горошком. Ну и соль, да, наверное? Да. Лишнее. И соль. Все, пойдем? Пойдем. Пойду проверю наше блюдо. Давай, Ахмед. А мне осталось закинуть рыбу. 5 минут покипит и готово. Это чистое мясо, без костей. Помешаю. Сюда покипеть минут 5, максимум 10. И бомбовая уха будет готова. Не переключайтесь. Все, она готова уже, смотри. Мухаммад, поможешь мне ее поставить на стол? Да, без проблем. Давай. Сейчас. Ну, вот так. Отлично. Я нарежу зелень, сейчас посыплю. Давай, и для ухи чуть оставишь на весь. Хорошо. Уха готова? Да, достаю сейчас. Ага. Так, дорогие друзья, наша уха готова. Я уверен, она получилась вкусная. Но напоследок, Ахмед, я хочу сделать такой секретный прием. Давай, давай. Уф. Ничего себе. Для аромата? Аромат будет бомба. Ну наливай уже, скорее. Так. Как тебе аромат? Аромат бомба. Бульон прозрачный такой. Горячая, сейчас самое то в такую погоду. В такую погоду, да. Все, пойдем. Пойдем. Скорее к столу. Я со стулом сразу приперся. Горячая отправь. Бисмилlah. Бисмилlah. Уф. Хороший бульон. Очень вкусно. Очень вкусно. Дорогие друзья, сейчас у нас декабрь, очень прохладно, но это уха реально очень согревает. Давай я тебе вот так сделаю, смотри. Вот так кусочек форели. Спасибо большое. Сейчас посмотрим, что ты сварганил. Бисмилlah. Просто тает во рту. Это вообще нереально вкусно. На здоровье. Ахмед,
У тебя золотые руки, молодец. Я буду уху кушать. Кушай, я здорово. Мне уха очень понравилась. Серьезно? Да. Вкусная? Да. Уважаемые наши зрители, вот мы у вас на глазах в такой дружеской, теплой, соседской атмосфере приготовили два замечательных блюда. Надеюсь, вам видео понравилось. И хотелось бы вам порекомендовать канал моего друга, дорогого Ахмеда. Канал называется «Дорогой Ахмед». Ссылка будет на канал в описании. Но чтобы просто так вы не подписывались, Ахмед обещает разыграть сумму денег 10 тысяч рублей. Да. 10 тысяч рублей среди тех, кто напишет комментарий под последним его видео. Вот видео будет вот здесь. Условия: вы должны быть подписаны на мой канал и на канал дорогого Ахмеда. И под этим видео, вот, которое вот здесь выходит, вы под ним напишите комментарий, любой комментарий, но очень важно оставить способ связи. То есть вы можете прям комментарий написать, свой номер телефона, свой инстаграм, свою электронную почту. А мы рандомно в прямом эфире потом среди этих комментариев выберем 10 победителей, кому отправим по 1000 рублей. Вот Да? такие, Правильно? Да. Ну, я думаю, в ближайшем будущем, иншаллах, я приеду к тебе тоже в гости, Да, и мы с тобой обязательно продолжим наше кулинарное творчество. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, полностью покажите свой актив. Покажите. Это, кстати, первая моя рекомендация какого-то ютубера. Итак, дорогие друзья, советую Ахмеда, переходите, у него классный канал. Вам всем большое баркалла, ассаламу алейкум. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Браво.